Грибы. Многие их любят, а другие ненавидят. Однако они занимают важную часть русской культуры. Но почему же они так важны для русских? Сегодня мы узнаем об этом. Привет, друзья! Меня зовут Сергей, и добро пожаловать на мой канал «По-русски издалека». Здесь мы изучаем русский с помощью сказок, историй и других видео с помощью метода Comprehensible Input. Как вы знаете, сейчас месяц сентябрь, и это самое время для сбора грибов, поэтому я решил сделать видео на эту тему. В этом видео я расскажу вам об истории грибов в русской культуре, какие виды грибов есть. Также мы поговорим о названиях грибов, как, когда и где люди обычно собирают грибы, а также как люди готовят их. Ну что, вы готовы? Поехали! Есть очень мало информации о том, чем же питались древние русы, то есть наши предки на Руси, разные славянские племена, потому что, к сожалению, нет письменных источников. Однако по первым документам, которые мы получали в XIII и в XIV веке, не было никаких упоминаний о грибах, что наводит нас на мысль, что в то время грибы еще не были так популярны. Однако все начинает меняться в XVII веке, потому что именно в это время люди начинают активно есть грибы. Но почему? А все потому, что в русской христианской культуре есть такое время, которое мы называем пост. И во время поста людям вообще нельзя есть мясо, и нельзя есть молочные продукты, яйца. Однако можно есть рыбу, растения и другие вещи. Однако в то время рыба становится очень дорогой. Ее становится все меньше и меньше в реках, потому что слишком много ее ловили. А также способ сохранения рыбы тоже был не очень простой, потому что она очень быстро портилась. Нужно было много соли, а соль была тоже очень дорогая. Поэтому люди начали использовать грибы вместо рыбы. И они начинают активно ходить в леса, искать грибы и начинают их использовать на их постных столах. В то время они не собирали очень много видов грибов, было только 2 или 3 каких-то вида грибов. Однако с каждым веком количество грибов, которые люди ели, то есть количество грибов, которые люди считали за съедобные, возрастало очень и очень быстро. Уже в 18 и в 19 веке по всей России люди собирали грибы, и, конечно же, они даже их экспортировали в Европу и в Китай. В то время это уже было популярно. Даже в немецком, эстонском и румынских языках название для этого гриба происходит от русского названия рыжик. Что интересно, в то время стол крестьян, который они накрывали во время поста, был очень похож на стол царской семьи. И это, так сказать, объединяло самый низший слой общества и самый высокий слой, наивысший слой. Поэтому, как правило, крестьяне, когда был пост, они пили воду, ели хлеб, была капуста и грибы. И то же самое ели обычно наши цари, императоры и их семья. Однако средний класс, так сказать, мещане, они любили есть много разной еды, потому что нужно было также угостить соседей, или друзей, или гостей, которые приезжали к ним тогда. Что интересно, грибной бизнес был невероятно привлекателен, поэтому многие деревни, они ничего не садили, ничего не выращивали, не держали никакого скота, кроме некоторого количества, и занимались только тем, что ходили по грибы. И они могли обеспечить себя этим бизнесом на весь год. После революции, конечно же, люди также дальше продолжали собирать грибы, однако бум грибной начался в
в Советском Союзе после Второй мировой войны. Как вы понимаете, в то время было очень мало еды, страна только что завершила большую войну, поэтому что люди делали? Правильно, они ходили в лес и искали еду себе сами. И именно тогда начинается количество грибов, которые люди ели, уже увеличивается с 200-300 до 500 разных видов грибов. Также, что интересно, сейчас в современной науке о грибах, которая называется микология, на Западе есть очень важный мужчина, которого зовут Пол Стемец. Он многое сделал для науки о грибах, однако его знания, которые он почерпнул, также частично основываются на знаниях Роберта Уоссона, который также был американским микологом. Но его интерес к грибам появился от его супруги, которая была русской, Валентина Павловна Геркин. Потому что именно она, когда была в Америке, когда она переехала с ее мужем в США, увидела грибы в лесу и сказала: «Давай их есть!» А он сказал: что ты, это еда для бедняков, мы такое не едим. Но она настояла на своем, съела, он думал, что все, она умрет, она осталась жива. И потом они начали дальше вместе изучать грибы и добавлять очень много важных знаний в эту науку. В наше время сейчас в России люди также ходят в лес по грибы. Как правило, люди делают это как хобби, хотя есть некоторые люди, для кого это действительно важная еда. Как вы знаете, сейчас экономическая ситуация в России не очень, поэтому люди все чаще ходят за грибами как дополнительным источником еды, кроме их дачи, где они также могут выращивать себе разные овощи и фрукты. Однако в России также сейчас есть огромный подпольный бизнес грибов, который работает не только на местный рынок, но и огромная часть этого бизнеса направлена на экспорт, опять же, в Китай и Европу. Если вы уже посмотрели до этого момента и вам нравится это видео, не забудьте поставить лайк прямо сейчас. Давайте. Итак, какие же есть виды грибов? Я не миколог, поэтому я не буду говорить о разных типах, видов, квалификаций грибов. Конечно, первый вид – это съедобные грибы. Съедобные грибы – это те грибы, которые можно есть и которые очень вкусные. Второй вид грибов – это несъедобные грибы. Многие люди думают, что несъедобные – это ядовитые. Однако это неправда. Ядовитые грибы – это третий вид грибов. Несъедобные грибы, от них вы не умрете, просто они невкусные, поэтому их люди не едят. Они могут быть горькие или какие-то просто неприятные, слизкие и тому подобное. Но, конечно же, есть огромное количество ядовитых грибов, которые очень трудно отличить. Многие грибники пытаются учить вас в интернете, в Ютубе, как правильно отличать, однако для того, чтобы по-настоящему знать, как отличить гриб ядовитый от съедобного или несъедобного, нужно знать эти грибы в лицо. К сожалению, по-другому это никак не сделать. Давайте немного поговорим об этимологии названий грибов в России, потому что мне очень нравится слушать их названия, и мне кажется, они очень логичные. Не все, конечно, но которые сейчас я вам представлю, и вы сразу поймете, что они означают. Ну, допустим, белый гриб. Тут все очень просто, потому что он белого цвета. А как вам такое? Рыжик. Я уже говорил, он так называется, потому что он рыжего цвета. А как вам такой гриб? Подосиновик. Подосиновик называется так, потому что он обычно растет под осиной, хотя иногда он растет и под березой. Но у нас есть другой гриб, который называется подберезовик. Он обычно растет под березой. Также есть гриб, который называется лисичка, потому что его цвет похож на мех лисицы. Кроме того, есть гриб боровик, который обычно растет на бору. Также есть гриб, который называется сыроежка, то есть его можно есть сырым, не надо готовить. Я не уверен, если это правда, так что не слушайте меня.
читайте информацию в интернете и проверяйте, хорошо? У нас также есть такой знаменитый гриб, который называется мухомор. Как вы видите, он очень красный, и у него есть вот эти белые точки. Очень известный гриб, как в Марио, если вы помните. И мухомор, он на самом деле не ядовитый, но и не очень съедобный. О том, как люди используют мухомор и вообще об истории грибов, об этномикологии, я рекомендую вам посмотреть канал русского миколога, которого зовут Михаил Вишневский. Вот здесь он, и там ссылочка будет на его канал наверху. Я очень много знаний для этого видео подчерпнул из его канала, и он очень интересно рассказывает, но, конечно, это уже для более продвинутых слушателей. Хотя он говорит довольно понятно, не очень быстро, но вам, возможно, будет трудно, если у вас пока еще маленький уровень. Поэтому смотрите мой канал, подписывайтесь, если вы еще не подписались. Итак, мухомор. Что же это значит? У нас есть слово «муха» и «мор». Морить значит умереть. То есть люди использовали мухомор для того, чтобы избавляться от мух. Они клали его в молоко, потом туда мухи прилетали, пили это молоко, и они умирали. Такой был инсектицид. Как, когда и где люди собирают грибы? Вообще, сбор грибов начинается в апреле. Хотя об этом мало людей знают, но грибы можно начинать собирать в апреле, в мае, в июне, в июле, и тоже есть много разных видов грибов. Но самый популярный сезон, конечно, это август и сентябрь, потому что грибы, они любят холод. И если очень жарко, им не нравится расти в этом климате. Прямо как мне. Куда же люди ездят собирать грибы? Как правило, люди ездят собирать грибы в лес, но они растут не только в лесу, они также растут на полянах, в полях, у дорог и во многих разных местах. Самое главное — это знать, где собирать грибы. Их ни в коем случае нельзя собирать рядом с разными трассами, где ездят машины, или с заводами, потому что грибы очень хорошо в себя впитывают всю таблицу Менделеева, поэтому будьте аккуратны. Некоторые грибы очень легко найти, они растут, и вы прямо сразу их видите, а другие грибы прячутся, и вам нужно знать, где их отыскать, как их идентифицировать. Тоже очень интересная такая, я бы сказал, грибная охота, как мы это называем, или тихая охота. Кроме того, иногда в лесу можно увидеть ведьмин круг, когда грибы растут кругом вот так, похоже, как будто бы ведьмы собираются и устраивают там свои шабаши. А как же собирать этот гриб? Ну, до сих пор в России, я не знаю, может быть в мире, есть много споров о том, как правильно собирать грибы. Некоторые люди используют нож и срезают их ножом, другие люди выкручивают гриб, а третьи просто ломают. Какой способ выбирать, я думаю, что решайте сами. И как же люди готовят грибы? Есть много разных способов готовки грибов, но издревле были самые популярные, конечно, это сушка грибов, их сушили на солнце, и на самом деле, если грибы сушить на солнце, то они впитывают в себя витамин D. Потом зимой, когда мало солнца, и вы едите грибы, которые были высушены на солнце, вы можете получать этот витамин прямо оттуда. И не нужно есть мясо. Веганская пропаганда. Кроме того, люди солят грибы и маринуют. Конечно, соленые и маринованные грибы — это похожая вещь, но когда маринуют, они все-таки становятся чуть с более кислинкой, такие как маринованная капуста, например. Также можно брать грибы, покупать в магазине и сразу жарить их или варить. Ну, вот и все на сегодня, друзья. Спасибо большое, что смотрели это видео о русской культуре, о грибах. И скажите, а вы любите грибы? Любите ли вы собирать грибы в лесу? В вашей культуре это популярно или нет? Или вы просто покупаете их в магазине? Напишите об этом больше в комментариях. Нам, как обычно, это очень интересно. Я хотел бы также сказать спасибо Юрию, который меня вдохновил на создание этого видео, а также спасибо всем моим патронам, которые поддерживают мой канал, а в частности, спасибо таким супер патронам, как
Джош, Джефф, Лиз и Джоэл. Спасибо вам большое, друзья. Желаю всем отличного дня. Кушайте грибы, будьте аккуратны и до скорого. Пока-пока!